Сейчас наступило время действий для вас. Санат Кумара, 21 декабря 2012 года. Я есмь Санат Кумара. Я пришел вновь. К вам, кто находится в воплощении сейчас, мы приходим, чтобы оказать вам ту помощь, которую возможно и необходимо оказать. Каждый раз перед тем, как прийти и открыть новую божественную милость по передаче наших посланий из эфирных октав в ваш плотный мир, я длительно медитирую и тщательно подбираю те слова, которые в данный момент могут оказать максимальную помощь и поддержку. Я знаю, что очень многие из вас ждут этой огромной милости и по многу раз заходят на наше место в интернете, чтобы убедиться, что Бог и Владыки не оставили вас. Да, возлюбленные, чем более тяжело становится светоносцам, нашим ученикам в физическом мире, тем с большим желанием и охотой я прихожу, чтобы протянуть свою руку помощи тем, кто жаждет освобождения, тем, кто всем своим существом готов к восприятию наших энергий обновления, которые мы неустанно приносим в ваш мир, в том числе через наши послания. Я знаю, что многие из вас ждали особо моего сегодняшнего послания. И это связано со многими причинами. И главная причина в том, что все тяжелее и тяжелее светоносцам сохранять баланс физического плана планеты. И это действительно так. Позвольте напомнить вам о тех мгновениях перед вашим воплощением, когда вам давались рекомендации и наставления. Вы должны вспомнить о вашей миссии. Вы должны это вспомнить сейчас. Каждый раз, когда любые тягостные энергии мира будут пытаться завладеть вашим существом, вы должны вспомнить, что в вашу обязанность входит не поддаваться этим энергиям. Любые негативные энергии прошлого, которые находятся в вашем мире и окружают вас плотным кольцом, должны быть преодолены вами с помощью ваших внутренних усилий. Именно сейчас наступило время действий для вас.
Ваши внутренние достижения, которые проявляются как огни вашего сердца, как сияние вашей ауры, как нимб вокруг вашей головы, должны быть использованы вами сейчас. Любое негативное качество, которое всплывает изнутри вас или приходит к вам из окружающего пространства, требует вашей незамедлительной работы по нейтрализации негатива. Это внутренняя работа на плане мыслей и на эмоциональном, астральном планах. Это работа ваших скрытых духовных мышц, которые вы должны были развить на протяжении всех этих лет, когда вы читали наши послания. Именно сейчас вы обязаны трудиться, потому что от эффективности работы, которую вы ведете сейчас, по преодолению любых негативных состояний, зависит будущее планеты Земля. Если вам удастся справиться с любым негативом, который витает вокруг вас, и если вы преодолеете любые негативные состояния вашего сознания, то это явится залогом того, что на физический план не опустится очередное стихийное бедствие, экологическая катастрофа или социальный взрыв. Тонкая работа по преобразованию вашего собственного сознания и подсознания способна предотвратить любое стихийное бедствие. И тогда, когда вознесенные сонмы убедятся, что достаточное количество воплощенных индивидуумов способны контролировать пространство вокруг себя, управлять энергиями в материи, тогда новые диспенсации и божественные милости будут открыты для планеты Земля. Сейчас наступило время для вашей основной работы, для которой вы пришли в это воплощение. Баланс энергии необходимо постоянно держать с помощью ваших внутренних достижений. Ваше эго будет стараться увести вас по ложному пути, обвиняя других людей, обвиняя ваше правительство, органы власти. Всегда есть силы, которые пытаются использовать любые негативные энергии для еще большего раскачивания лодки. Основное положение нашего учения, которое мы неустанно даем на протяжении всей истории развития человечества, все, что с вами происходит, происходит именно потому, что когда-то вы сами создали причины этого. И поскольку сейчас мир утончается, то для вас открывается возможность справиться с любыми негативными энергиями на плане мыслей и чувств, еще до того, как эти энергии осядут на физический план в виде ураганов и катаклизмов. Вам даются огромные возможности по преобразованию физического плана с помощью изменения вашего сознания.
Один человек, достигший уровня сознания Христа, способен балансировать карму многих людей, с которыми он кармически связан и с которыми он проживает в непосредственной близости. В этом причина того, что всегда люди с благоговением относились, если какой-либо святой поселялся в той местности, где они живут. Они с молоком матери впитали знание о том, что святой, поселившийся в их местах, является гарантом того, что ничего не случится с их землей, с их урожаем, и их потомки будут здоровы и счастливы. Не так в ваше время. Мир забыл о древнем знании. И многие, кто выдает себя за святых, святыми не являются. А те, кто святы, вызывают раздражение и неприятие. Основная задача вас, как светоносцев, проводить в мир верные ориентиры. Для этого вам необходимо опираться на внутреннее знание, которое приходит из ваших сердец. Для внутренней связи с сокровенным человеком вашего сердца вам необходима постоянная, каждодневная работа над собой, над своим сознанием. Есть закон десятины, который гласит о том, что 10-я часть всего должна быть отдана Богу. Также и 10-я часть вашего времени должна быть отдана духовным практикам и богоугодным делам. Не забывайте о Боге за суетой дня. Если вы способны в самый разгар дня, когда будничные энергии с головой окутывают вас, хранить хотя бы в уголке своего сознания память о Боге, никакие жизненные бури и неудачи вам не страшны. Сохраняйте чистоту вашего сердца всегда, в какие бы жизненные ситуации вы ни попадали. Это поможет вам сохранять верное направление в жизни и всегда идти верхним путем, предназначенным для вас Богом. Я есмь Санат Кумара. Ом.